В видеогейминге в какой-то момент случился застой, который, как некоторым кажется, до сих пор продолжается. Но вместе с этим появилось чудо, и это чудо инди-игры. Инди-проекты — это всегда в первую очередь что-то идейное. И вот эта идея, которую пытаются донести авторы, ставится во главу угла, а не деньги. Хотя деньги тоже имеют свое значение, и все пытаются заработать. И вот если идея хорошо приживается в массах, то деньги эти авторы получают. Еще очень важно не отождествлять инди-игры и рогалики. Хотя одни, по сути, выходят из других, но далеко не всегда. В любом случае, ровно отсюда же есть еще одна вещь, которую тоже нельзя совмещать. Это роглайт и роглайк. Для кого-то это может быть одним и тем же, но для некоторых это все-таки разные вещи, и вот тут очень много холиваров в интернете происходит из-за этого. Лично я приверженец того, что все это правильно именовать роглайт. Поэтому вы либо со мной согласитесь с этим, либо со мной не согласитесь. Тут уже дело ваше, в холивары по этому поводу я вступать не готов. В любом случае, всем привет! Меня зовут Саша, вы смотрите Geek Media, а на столе у нас настольная интерпретация одной из крутейших инди-разработок, которая до кучи еще является роглайтом. Дети Морты. Ну что, подушним? Те, кто любят рогалики, однозначно слышали о Детях Морты. Но если вы прошли мимо оригинала, то я настоятельно рекомендую ознакомиться. Особенно если есть большое желание поиграть рогалик в кооперативе. Консольщики вообще с особым удовольствием это проворачивают, потому что Дети Морты спокойно играются на одной консоли. Ну, если не брать в расчет условный Switch. А это, между прочим, не самое частое явление в современном мире. Итак, Дети Морты — это история о семье Бергсонов. Или Бергсонов. Ну, в общем, каждый сам себе поставит ударение, и вот это вот все. Мы же будем играть за представителей этого семейства. Правда, за бортом останется бабуля Маргарет и дядя Бен. И он здесь жив. Первая останется за бортом, потому что она основной наставник в игре, так как с тем, что происходит, она уже сталкивалась и, по сути, будет потихоньку раскрывать секреты как семьи, так и того, что творится вокруг. А вокруг творится какая-то хтонь. Можете назвать это порчей или скверной, кому что ближе. Лично я, как любитель мира Варкрафта, предпочитаю именовать это скверной. Ну, как бы привычней просто. В ту же очередь дядя Бен — местный кузнец, который, по сути своей, главный снабженец в семье. Но на самом деле в настольной адаптации это не совсем вот в явном виде как-то раскрыто. Но в оригинале с этим все в порядке. А вот в настолку, хоть и попытались перетащить все, что было в рамках сюжета в игре, не получилось, не поместилось. Хотя бумага стерпит все, тут скорее не получилось. Поэтому, если будете находить расхождение с лором, ну, имейте в виду. Но давайте вернемся к нашим баранам. А они просты. Нам нужно избавить мир от скверны и выжить. А как это делать, решайте вы уже самостоятельно. Для этого у нас будет достаточно большой набор разных фишек. Во-первых, это герои. Каждый герой уникален. Но уникален он не механически, тут у всех все едино. Он уникален на уровне способностей. Например, Джон — классический танк. Кевин — классический ассасин. А Линда, с одной стороны, вроде дамагер, но у нее большое количество саппортских скиллов и контроля. Ну или, допустим, Люси вообще такой прям вот славный нюкер. Ей только дай волю, она разнесет все, что может разнести. Ну и так далее. В этой игре каждый сможет найти себе персонажа по душе. У каждого персонажа есть свой набор способностей и талантов. При этом способности в процессе игры можно будет раскачать с помощью вот такой вот колодки.
В принципе, что-то подобное мы могли наблюдать в условном троне кубов, где мы заменяли способности на способности. Вот здесь, в принципе, то же самое. Тратим опыт, меняем скилл на тот же самый, но усиленный. В принципе, это не только в троне кубов, это практически в любом данжен кроулере, где присутствует персонаж, способности, и эти способности можно улучшать. Но в этой игре есть еще таланты. Таланты у каждого персонажа ровно так же свои. Это вот такая вот колодка. И в каждой колоде есть тоже свои приколы. Разница между способностями и талантами в первую очередь в том, что способности у вас будут перманентно усилены, если мы играем в кампанию, и сбросятся в конце забега, если мы играем в ваншот. А таланты не переносятся из партии к партии. В принципе, в рамках ваншотов это не столь критично, а вот в рамках кампании некоторые таланты, когда уйдут, будет грустненько. Ну, просто потому, что вы к ним привыкли, вам с ними классно играть, а потом эти таланты еще надо как-то из колоды вытащить. В целом, если так посмотреть, то на базе того, что я уже рассказал, можно представить эдакий привычный геймплей, наблюдаемый в огромном количестве игр, где присутствуют герои. Но дети Морты были бы не детьми Морты, если бы не кооперативность. Я уже не раз, не два в разных обзорах говорил, что с кооперативностью в кооперативных играх проблемы, но здесь это главная фишка, которую пытались перетащить из оригинала, где при прохождении сюжета вас заставляли использовать разных героев. Здесь этого нет, в отличие от оригинала, потому что там были различные штрафы за использование постоянно одних и тех же героев, и это нужно было для равномерной раскачки всех персонажей. Ведь каждый персонаж, по сути своей, давал что-то свое. Но распространялось оно на всю семью. Кто-то повышал выживаемость, кто-то криты, кто-то скорость, ну и так далее. Здесь это сделано иначе, и за счет этого у нас не появляется никаких штрафов на использование одного и того же персонажа, хоть все 7 глав кампании. Но я начну, пожалуй, издалека. Сразу нужно зафиксировать, что в этой коробке есть два режима игры. Режим истории и режим испытаний. И над кооперативностью, по сути, работать будут три вещи. Первое. В режиме истории есть понятие поддержки и понятие связи. В испытаниях есть только поддержка. Зафиксировали? Продолжаем. Карты поддержки — это вот такая вот штука. Их тут целая колода. Так вот, эти карты поддержки позволяют вам получать какую-либо способность, которая будет работать для двух игроков в паре. Если играете соло, то с этим могут быть определенные нюансики. Но в мультиплеере проблем нет. При этом, если вы играете вдвоем, у вас будет только одна такая связь. Если у вас играет уже трое, то у вас будет 3 карты связи, потому что необходимо связать 3 персонажей, вернее каждую пару персонажей, а их 3. Связи — это то, что вы будете накапливать. То есть, когда вы будете использовать карты поддержки, вернее скиллы на картах поддержки. Например, вот эта карта, которая здесь лежит, позволяет сделать нам следующее. Один раз заход, один из пары может заплатить фокус для того, чтобы дать другому 1 кубик на одно его действие. Ну, чаще всего на какое-нибудь атакующее действие, но бывает, что необходимо будет бросать кубы на действиях поддержки. После чего необходимо будет положить жетон на эту карту. При этом указана стоимость в фокусе для разных кубиков. Соответственно, чтобы получить бирюзовый кубик, нам нужен 1 фокус, 2 фокуса для коричневого и 3 фокуса для фиолетового. Разница между этими кубиками в количестве успехов. Соответственно, карты эти позволяют не только давать какие-то кубики, они позволяют еще давать, например, защиту или увороты, или добавить в чистом виде урон. Там на самом деле масса всего. Так вот, вы начинаете накапливать на этих картах жетоны. В конце забега эти жетоны вы запишите на специальный лист. В коробке с игрой его нет, но в правилах написано, что вот этот лист вы идете и берете на сайте. Я надеюсь, что локализаторы подготовят 2 файлика,
как раз для Story мода и для Family Trail'ов, где будут ачивки и как раз такие вот эти связи, переведенные на русский, чтобы люди не горевали и не мучились. Так вот, а там вы будете фиксировать количество вот этих жетонов, и когда заполните все необходимое, вы получите карту, которая будет связывать конкретно двух персонажей. Без вариантов это связка Джона и Линды. Тут на самом деле целая колода таких карт, которая привязана к разным парам. Соответственно, если вы будете постоянно миксовать героев, то у вас будет гораздо больше подобных карт. И можно будет без проблем менять этих персонажей по ходу прохождения кампании, потому что как таковой связки нет. Да, понятное дело, что количество опыта, которое получает тот или иной персонаж, индивидуально, и когда вы заводите нового персонажа, могут быть нюансики с тем, что у него там скиллы первого уровня, сложность немножечко подрастет. С другой стороны, пара заходов на одну и ту же главу, и он выравнивается, соответственно, по опыту и становится уже сильнее. Потому что все остальное завязано у нас на вот таком мешочке. Этот мешочек у нас будет наполняться различными жетонами, и эти жетоны всегда общие. Соответственно, общий прогресс, который достигается внутри компании, он всегда по большей части привязан именно к этому мешочку. И этот мешок — это как раз вторая вещь. Но о нем мы поговорим немножечко позже. Третье — это совместные атаки. Ну как совместные атаки? Просто один игрок может помогать гасить врагов другого игрока. Но есть нюансы. Потому что вы можете помогать не через карты, а через свои способности. Но только если они дистанционные. Так что тут могут быть нюансы. И это далеко не всегда будет работать просто потому, что вам важнее использовать это на себя. Ну, это в принципе нормально. И кажется, что уже пора перейти к самой игре, которая по предыдущим описаниям отлично смотрелась бы как какой-нибудь Dungeon Crawler. Но тут авторы пошли другим путем. Вся игра будет крутиться вокруг нашей книги, в которой как раз таки оба режима. То есть забеги, ваншоты и сама кампания. Соответственно, забеги открываем с одной стороны. Для забегов у нас будут разные карты, где будут разные враги. А для кампании мы наоборот... вот так. Для кампании мы наоборот разгрываем другой разворот, читаем различный текст. Прям ощущаете, как потянуло Хоторном. Ну вот примерно то же самое. Только здесь это более изящно, что ли, сделано. Потому что вам нет необходимости в постоянном бегании глазами от текста к игре. Оно здесь больше такое схематичное. Собственно, описание того, что происходит, сетап на игру, наши цели. Ну и колода карт главы. Соответственно, прошли главу, у нас завершающий текст. Если у нас добавляются новые правила, нам пропишут, какие правила добавляются. А после прохождения первой главы нам говорят, что нужно добавить вот такой вот жетон скверны к нам в мешок. Он будет нам его засорять. Переходим ко второй главе, и вот она у нас как раз и была подготовлена. Соответственно, колода главы, колода дома, наш жетон продвижения по этой главе, жетоны врагов. Окей. В целом мы подготовили игру на самом деле. Примерно вот так. По правилам этой главы. При этом в этой же главе нам говорят, какие конкретно колоды врагов нам необходимо использовать. То есть у нас используется зеленая колода, фиолетовая колода и вот такая вот фиолетовая колода для различных препятствий, либо чего-либо еще, что не обязательно будет помогать врагу, оно может помогать и нам. В принципе, если играли в Детей Морты, то вы однозначно пользовались различными ловушками, на которые вы паровозили врагов.
и они просто умирали под ними. Вот это что-то типа этого. Я уже мельком сказал, что в режиме испытаний, это, собственно, ваншоты, весь прогресс будет идти внутри забега и все будет сбрасываться. Так вот, в режиме истории мы сохраняем весь прогресс, который учли за предыдущее прохождение. Поэтому ввод героев, соответственно, нам даст раскачанный мешок, но не раскачанного героя, к сожалению. Но если вы хотите забить на кампанию и играть чисто в ваншоты, то я бы, наверное, порекомендовал пройти первые 2-3 главы именно в кампании, для того, чтобы ознакомиться с основными механиками, потому что первая глава нам не дает, соответственно, карт поддержки. Связи во второй главе, по идее, тоже еще нет, ну просто потому, что у вас не было поддержки, вы ее накопили. В остальном особой разницы не будет. Просто опыт от этих двух режимов достаточно разный. В рамках кампании у вас сложность будет нарастать потихонечку, а вот в ваншоте первый забег вас просто вынесут вперед ногами, вы даже не заметите. Там проиграть можно за первые 5-10 минут игры. Вообще легко. Но давайте все-таки к вкусняшкам, к режиму истории. Я здесь буду немножечко повторяться, но все же. Режим истории разбит на главы. И вы потихонечку будете двигаться от разворота к развороту. В принципе, те, кто, как я уже говорил про Хоторна, знаком с играми Хоторна, прекрасно все это знают, как происходит. Внутри каждого разворота у нас есть цели, сетапы, ну, соответственно, цели, сетапы, завершения. Вот, как бы так. А вот на самой карте головы можно увидеть разные плюшки. Например, врагов, в зависимости от сложности этих врагов, соответственно, здесь простые, здесь немного посложнее, есть еще сложнее. Там, насколько я помню, 4 уровня врагов, и каждый из этих уровней может еще стать очень агрессивным. Ну, то есть в рейдж войти, и тогда будет еще сильнее. Плюс есть как раз таки вот такие жетоны головы, которые нам позволят перевернуть вот эту карту головы, но до него нужно еще дойти. То есть если вы выбираете путь, который вас ведет через этот жетон, то вы откроете карту. Если нет, значит не откроете. Там не обязательно что-то плохое, вернее, жетон головы очень часто нам какой-то сайд-квест дает внутри конкретной головы, при выполнении которого мы получим ту или иную плюшку. Но не всегда. Иногда может сделаться что-то больное. Поэтому с этим нужно быть аккуратным. А также под жетонами, куда мы раскидываем, у нас могут быть всякие плюшки типа сундуков. Соответственно, вам нужен будет жетон сундука, вы его открываете, и там будет указано, что вы получите. Это могут быть лечилки, это могут быть деньги, ну или морвы, если мы оперируем тем, как это в игре называется. Опыт, да все что угодно, на самом деле. Но главное, что там можно найти, это вещи. Вещи — это у нас вот такая вот колода. И тут на самом деле много всяких приятностей. На любой вкус и цвет. Солить эти вещи не нужно, ну просто потому, что они у вас пропадут в конце головы. Вы их просто не перенесете с собой. Но в этом нет ничего страшного. В принципе, если посмотреть на то, как выглядит наша голова, можно заметить, что у нас достаточно много врагов. Их будет много, возможно, даже очень много. И если что-то пойдет не так, вы проиграете. И вообще здесь проиграть достаточно просто. В первую очередь это произойдет, когда кто-то из персонажей умрет. Во-вторых, у нас кончится место на вот этой вот штуке. Ну, в данной ситуации это коврик. По факту у нас на планшетах есть отметки под слоты для карт, поэтому можно обойтись и без ковриков, но на них удобней. Соответственно, если у нас кончится место в этих слотах, мы проиграем. Ну и раз мы начали говорить про врагов, то давайте, наверное, перейдем к самому вкусному, к местной боевочке, ресурсам и так далее. Сразу скажу, что, по моему мнению, среди всех адаптаций roguelite игр, пожалуй, только у канувших в лету Mythic Games получилось сделать максимально неабстрактно перенос оригинала на стол. Но там и оригинальный Darkest Dungeon был пошаговым. Поэтому с этим особо проблем нет. Ровно таких же проблем нету условно у Slay the Spire, но он
карточный, и его перенести, ну, как будто бы просто правильно переделать автоматизацию под ручник, который есть в настольных играх, и вот, пожалуйста. Так что там особо ничего и не делалось. А вот вторым таким проектом, по моему мнению, может быть Last Spell. Но мы это узнаем, когда он выйдет, но не раньше. Ну да ладно. Дети Морты, как и Dead Cells, представители экшен-игр, и драйв, который получается при игре, ну, который мы ощущаем при игре в экшен-игры, очень сильно спадает, когда мы перекидываем все это на стол. Просто потому, что на столе реал-тайм реализовать очень сложно. За счет того, что авторы начинают делать их пошаговыми, появляется определенная абстракция. И очень часто эта абстракция слишком сильная. Ровно поэтому мне, пожалуй, не очень нравится адаптация Dead Cells, к примеру. И вот здесь примерно то же самое мы получаем. Единственное, что здесь все-таки не только экшен в игре есть. Здесь очень много кооперативности в самом оригинале. И вот это отлично сюда перенесено. Поэтому вайбов от Детей Морты, именно видеоигры, как по мне, здесь немного больше. Но это не делает ее не абстрактной. В общем, я полез куда-то не туда, как обычно. Так что давайте возвращаться. Бой. Местная боевка крайне своеобразна. И это в первую очередь связано с тем, что вам нужно делать. Каждый ход вы должны двигаться по карте. А это значит, что происходящее проще назвать кайтом, но тут этим заниматься будут все. Обычно кайтом занимается кто-то один, условно танк, который берет на себя пак и начинает кайтить весь этот паровоз. Все остальные пытаются этот паровоз потихонечку разделать. Здесь не так, здесь каждый персонаж будет заниматься кайтом. Вы либо это принимаете, либо не принимаете. На поле, как уже не раз говорил, у нас жетоны. Каждый раз, когда мы приходим в локацию, мы берем эти жетоны, открываем, ну то есть мы берем, вот, то есть мы приходим сюда, открываем эти жетоны, смотрим на цифры. Соответственно, тот, кто у нас на текущий момент владелец вот такого жетона, считается лидером. Ну, пусть это у нас будет Линда. И, в принципе, прежде чем мы сюда пошли, нам необходимо было открыть карту дома. Там происходит какое-то событие. Вот здесь события положительные. И нам даже здесь говорят, что у нас стартовый лидер Линда. И, соответственно, этот жетон получает она. Ходить начинает она, потом этот жетон будет передаваться в процессе игры. Но стартовый лидер Линда. Если у нас Линда не участвует в забеге, то лидером становится самый старший игрок. Не персонаж, а именно игрок. Вот. Что же нам дают на день рождения Линды? Мы получаем... Так, нам необходимо положить эту карту сюда, куда-нибудь рядышком, и мы кладем на нее вот такой вот гемстоун. Это очень полезная вещь, которая позволит нам открывать таланты и позволит нам перезаряжать определенные вещи в игре. Но про это я чуть позже расскажу. Так вот, мы кладем его сюда, и в процессе игры любой персонаж сможет им воспользоваться, что крайне приятно. Так вот, после того, как мы открыли, нам необходимо раздать врагов и разные плюшки. Соответственно, лидер у нас Линда, она получает 2 обычных врагов. И вот такой вот жетон, это у нас лечилочка. А Джон, хоть он и танк, получает всего 1 врага. Вот пока вот так зафиксируем, потому что нам нужно разобраться немножечко с другими вещами. Дальше вся игра будет строиться вокруг этого жетона, потому что в свой ход каждый игрок вытянет отсюда 5 жетонов и будет оперировать этими жетонами. Жетоны эти нужны для активации тех или иных способностей. На каждой способности у нас указан цвет жетона, который необходимо сюда положить. И вот тут появляется такой нюанс. В процессе игры может случиться так, что вам отсюда придут жетоны, которые вам просто не нужны или неудобны, вы хотите другое. С этим придется смириться, либо делать очень простую вещь. Вы тратите 2 любых жетона, как один дикий, ну то есть универсальный, он будет считаться любым цветом, и вы просто его будете использовать.
либо будете использовать собственные жетоны. У каждого персонажа их 3. Выглядят они вот так. Но чтобы их перезарядить, нужно постараться. Поэтому сильно этим не стоит грешить. И если честно, то выглядит это как-то очень своеобразно, сложно и вот это вот все. Поэтому давайте я просто разыграю, например, парочку раундов, чтобы вы поняли, как все это будет работать. Так, в любом случае у нас жизни на максимуме, поэтому мы это сюда вытащим. А дальше будем разбираться с нашими врагами. Так, Линда. Сразу посмотрим, давайте на карту. Тут так будет проще. Здесь указывается количество жизни, которое есть у монстра, что он будет делать, что получит наш персонаж. И слот, в который он кладется. Вот этот символ может быть здесь, либо здесь. Соответственно, этот враг у нас милишник, он идет всегда в крайний левый слот. Смотрим вторую, это у нас паук. Он идет, соответственно, тоже в левый слот, поэтому прилетает сюда. Что у нас с Джоном? Джоном у нас плюс-минус то же самое. И прилетает сюда. Давайте разберемся вот с этим полем. У нас есть 3 слота для врагов в ближнем бою, 3 слота для врагов в дальнем бою. Разница между ними в том, что персонажи, которые в чистом виде милишники, ну, например, там, условно, Джон, Кевин или еще кто-нибудь, у которого мили-атака, ну, здесь дэш немножечко другое. Ну, то есть 2 скилла на мили и только 1 на дистанционную атаку. Соответственно, это можно использовать только в этих 3 слотах. Дистанционную атаку можно использовать в любой слот. Также в конце забега, если у нас были дисты, и, например, он находился здесь, он обязательно съедет в крайнюю левую. Поэтому в следующий раз будет немножечко попроще с этим. Ну да, ладно. Погнали. Вся игра проходит одновременно. Кроме того момента, что вы можете обсудить, что вы будете делать, когда вам пришли монстры, и, соответственно, выработать какую-то стратегию. И вы не можете одновременно потянуть все из одного мешочка, поэтому это займет определенное время. Ну, давайте. 2, 3, 4, 5. Здесь у нас 11 жетонов, потому что мешок наполняется у нас наборами жетонов 5 цветов. Так как у нас 2 персонажа, у нас 2 таких набора. Соответственно, 10 жетонов по 2 каждого цвета. Плюс жетон порчи, который мы получили по правилам в начале, вернее в конце предыдущей главы. И вот дальше мы с этим что-то будем делать. Итак, у нас здесь есть враг с 2 хп, у нас есть здесь враг с 3 хп. Что нам с этим делать? Самое простое, что можно сделать, это, пожалуй, 1 раз его, например, атаковать. Сюда я бы с радостью положил, но у нас, вот если сюда посмотреть, у нас есть то, что мы получаем, и то, что мы тратим. Например, здесь мы тратим 2 фокуса, чтобы сделать атаку отсюда, красным жетоном. Здесь мы можем положить 2 заморозки, но это требует 2 жетонов, причем эта заморозка работает только если вы положите сюда 2 жетона и потратите 1 фокус. Здесь аналогично 2 жетона и 3 фокуса. Фиолета у нас нет. У нас будет 2 атаки однозначно, при этом 2 атаки будут с броском кубика, а это значит, что вот здесь может критануть, и это будет 2 атаки. Этого нам не хочется, мы по-любому хотим себе получить уворот. Есть 2 типа ресурсов. Постоянный ресурс, ну вернее как постоянный ресурс. Ресурс, который не скидывается в конце раунда, и ресурс, который скидывается в конце раунда. Так вот, увороты или, например, защита скидываются в конце раунда. Фокус постоянный. Что мы еще можем здесь сделать? Мы можем сделать здесь себе, например, ярость. Ярость очень классная штука, потому что вот этот ресурс, он общий для всех. Соответственно, мы можем накапливать ее, и потом кто-то один будет ее тратить. Или несколько игроков будут тратить. Но он тоже постоянный. Из боя в бой он будет передаваться, пока глава не кончится. Ехаем дальше. Фокуса у нас здесь особо нет. Что мы еще можем сделать?
Джон у нас может попробовать нас, например, позащищать в случае чего. У него есть достаточно большое количество красных жетонов, почему бы и нет. Может быть, ему даже стоит, вот здесь он будет бросать кубик, может быть, ему даже стоит дать немножечко фокуса, вернее, нам потратить фокус для того, чтобы что-нибудь сделать. Или мы его оставим себе. Ладно. Здесь мы, допустим, распределили. Давайте к Джону. У Джона всего один противник, мы с этим как-то хотим, наверное, побороться. Хотя бы попробовать. Желтых жетонов нет, синих у нас нет, фиолетовый. Как вариант мы сделаем красный жетон. Фокуса у нас нет и зеленых нет. Возьмем себе фокус. С этим мы ничего не сделаем, и у нас остается один жетон, который, в принципе, мы можем себе оставить на будущее, не возвращая его. Вот так, все. Пусть будет так. А теперь давайте просто начнем все это потихонечку разыгрывать. Я хочу себе получить уворот. Получил. Я хочу получить ярость. Ярость, допустим, вот сюда положили. Все классно. Я хочу получить здесь себе фокус. Фокус мне пригодится, если вдруг я решу закинуть сюда жетон, либо в будущем, например, сделать здесь двойную атаку. А дальше я хочу сделать атаку. Но в кого? А, наверное, в мышь летучую. У нас здесь символ одного лука. Соответственно, мы берем один кубик. Символы бывают разных цветов. Это может быть белый символ, и тогда нам ничего бросать не нужно. Это автоматически 1 единица урона. Если бирюзовый или синий, бирюзовый или изумрудный. Ну, в общем, сами для себя как-нибудь это обзовете. Мы берем такой кубик. Если там коричневый, такой кубик, и фиолетовый, розовый, такой кубик. В данной ситуации у нас один кубик. Бросаем, получаем 1 урон. При этом у нас здесь точно не выпал крит. Крит у нас всегда вот с таким плюсиком, и он всего 1. При этом он наносит всего 1 урон. Мы нанесли 1 урон нашей мышке. Все. Мы здесь сделали все. Дальше они начинают отрабатывать. Мышь. Бросаем кубик. 1 урон. Я хочу увернуться от нее и не получить урон. После чего она делает сюда. Но не будет атаковать. Дальше наш паук делает 1 урон. Мне защищаться нечем. Я теряю жизнь. И мне этого не хотелось бы делать, но придется его передвинуть сюда, потому что у него ровно такой же эффект. Но, опять же, он атаковать не будет. Так как все это делается одновременно, они отходили свое, и точно ничего не происходит. При этом Джон не может атаковать их, только своего скелета. Итак, Джон. Бросаем наш кубик, получаем 1 защиту. Тратим вот эту вот прелесть, получаем 1 фокус. На этом наш ход закончен. Убираем все наши жетоны обратно в сумку, включая этот. Кстати, он делает атаку, и вот здесь кубик как раз таки не бросается. Но у нас есть защита, списали защиту. Что мы делаем после этого? А после этого у нас переходит жетон следующему игроку, и мы должны передвинуться. И дальше мы решаем, либо мы пойдем сюда, либо мы пойдем сюда. Ну, давайте мы пойдем, например, сюда. И у нас открывается новая пара врагов. Опять смотрим на цифры. Ой, какая гадость. Джону прилетит 2 врага, но он получает 2 монеты. 1, 2, 3. Соответственно, первый у нас приходит зеленый паук. Он имеет дистанционную атаку. Он приходит к нам в красный слот. Приходит еще один зеленый паук. Он приходит ровно так же в дистанционный слот, но кладется уже немного левее. И к нам приходит красный паук, который кладется вот сюда. Соответственно, следующий бой, если мы не сможем разместить всех врагов, мы проигрываем. Поэтому здесь нужно очень хорошо почистить. Что до Линды? Линда получает у нас 1 монету.
А монеты, в принципе, как и ярость, общие, поэтому с этим можно будет и поработать после игры. Но она получает 2 врагов. И, если честно, это прям грусть. Потому что к ней приходит королева пауков, даже 2 королевы пауков. Но у них есть приятные бонусы, которые можно получить, если они умрут. С другой стороны, чтобы их убить, нужно нанести достаточно большое количество урона. Но давайте начнем опять с нашего Джона. Кроме 1 жетона. 1 жетон возвращаем. И у нас опять все не так хорошо, как нам бы хотелось. С другой стороны, что мы можем сделать? Мы можем атаковать туда, потому что этих ребят мы попробуем как-нибудь пережить. Нам сейчас главное зачистить вот эту вот прелесть. И вот тут что важно, смотрите, не обязательно зачищать все, что есть. Наша главная задача добраться до вот этой вот точки. Соответственно, это можно сделать, придя сюда, потом сюда и туда. Либо мы отсюда идем сюда, сюда и потом туда. Ну, наверное, сюда проще будет. Вот. Но до этого еще дожить надо. Джон, давай. Нам нужно очень много урона. У нас есть фокус, поэтому мы однозначно будем делать атаку здесь. У нас есть желтый жетон, мы однозначно будем делать атаку здесь. По-хорошему, нам еще вот эту вот штуку нужно сделать, но нам нужно 2 жетона фокуса. Давайте тогда сюда фокус дадим. У нас есть парочка жетонов, которые еще не распределились. Ну, давайте. Ярость и щит. Пусть будет. У нас в любом случае будет копиться фокус. Здесь мы хотим помогать туда. Чтобы нам туда помогать, нам однозначно нужен фокус, но у нас нет того, что нам бы помогло. Давайте будем копить ярость. С другой стороны, почему бы нам, например, не сделать заморозку, чтобы не получать урон, что крайне приятно. И вот этот жетон, пожалуй, лучше сохранить. И в прошлый раз я выбросил жетон, который сохранял, не нужно было это делать. Окей, распределились. Давайте начнем отсюда, здесь просто быстрее. Мы тратим фокус для того, чтобы перевернуть вот эти 2 жетона и положить 2 жетона заморозки на этих ребят. Жетоны заморозки нам позволят избавиться от их атаки, а они сами еще замораживают. Это значит, мы будем получать дополнительный урон, что очень неприятно. Вот здесь в бонусах можно увидеть как раз таки жетон заморозки. Это значит, что можно будет закинуть заморозку после убийства него на какого-нибудь другого монстра, что круто. Но нам сейчас главное, чтобы эти ребята не ходили, не дамажили, пока мы будем делать что-нибудь здесь. И мы добавляем ярость. Едем. Плюс 1 фокус. Плюс 1 ярость. И поехали. Атакуем. Давайте. У нас синий кубик. Мы потратим ярость для того, чтобы добавить еще 1 синий кубик. И кого бы нам завалить. А давайте завалим нашу мышку. Это грустно. Это 1 успех. Это значит, что здесь 2 урона. Эта мышка у нас умирает. Отсюда мы получаем жетон заморозки. Жетон заморозки мы, пожалуй, давайте закинем сюда. Жетон заморозки не только останавливает противника, но с помощью него можно усилить урон. Поэтому давайте вторую атаку будем разряжать в этого скелета. Он базово получает уже 1 урон. А дальше нам необходимо бросить кубик. Но на нем есть жетон заморозки, поэтому в случае, если мы наносим ему 1 урон, а мы наносим ему 1 урон, он получает 2. Просто потому, что на нем этот жетон, и мы его сбрасываем. Он дает нам жетон заморозки. Что мы сделаем? Мы положим его сюда, чтобы у нас было меньше атак. Итак, этот у нас умер, этот у нас умер. Из важного, так как умер скелет, и у него есть вот такая вот точечка, это дает нам опыт. Вот тут. Дальше. Здесь вот это у нас сработало. Здесь мы бросаем кубик на щит. В нас будет лететь 1, 2, 3, 4. А я, пожалуй, сброшу еще 1, чтобы получить еще 1 кубик. К примеру, плюс у нас был крит, мы получили щит.
Давайте. Оп. Еще 2. Раз, два. Все. И теперь ходят они. Давайте отработаем вот его. Сразу мы блокируем 1 урона. Дальше нам необходимо раз, два и вот это. То есть раз, два, три. Вот эти 3 кубика будут лететь в Джона. В Джона летит 3 урона. Слава богу, никакие криты на них не работают, но 3 урона и 3 урона. Раз, два блокируем и 1 хп потеряли. И следующий раунд. Но перед тем, как это произойдет, вот эта вот прелесть отсюда переползает сюда. И она будет продолжать это делать, пока это не кончится. А это значит, что мы можем пойти дальше, например, сюда. Ну, он просто убирается. Открыть вот эту вот карту. Что нам говорит карта? Мы встречаем торговцев, которые просят их спасти. Есть немножечко текста. Выглядит это примерно вот так. Соответственно, внизу у нас награды. Но что нам говорят? Удалите всех врагов из игры. То есть мы вот это вот все удаляем. Это хорошо. Это очень хорошо, потому что, кажется, наша смерть откладывается. Дальше каждый игрок тянет себе по вот такому врагу и 2 обычных врагов, но в ярости. Ну и дальше мы продолжаем наше телодвижение. Давайте сразу вскроем их, чтобы посмотреть, что же ребят ждет. Я это быстро объясню. Но я буду дальше рассказывать о том, что же еще есть в этой игре. Итак, в случае с Линдой у нас приходит вот такая вот прелесть. Гнездо тьмы. 3 опыта, 6 здоровья. Достаточно больно бьет. И при этом оно еще и призывает отсюда всякую гадость. Скелеты. Вот здесь скелет веселее. У него 3 здоровья. При этом у него дополнительно есть еще 1 броня. Он будет давать опыт. И у него появляется еще 1 атака, но уже дистанционная. Соответственно, он наносит по умолчанию уже 2 урона. А в случае с Красным Пауком ситуация еще хуже. У него 3 здоровья, у него 2 брони и у него есть 2 атаки. Но он нам даст жетон сокровищем, а это значит, что оттуда мы можем вытянуть всякую прелесть в виде предметов. Кстати, вот такие вот лечилочки, монеты, все что угодно. Это, конечно, приятно, но вот это вот все больно. Мэшер. Мэшер 5 здоровья. Фиолетовый кубик на урон, а это больно. Это 2 либо 3 урона может прилететь. Но он дает ярость хотя бы. Что тут еще у нас? Здесь у нас гоблин, который у нас в дальний слот кладется. У него 4 здоровья. 3 отсюда, 1 отсюда. Но он получает атаку в ближнем бою. Так как этот слот дистанционный, то нам на нее плевать. Поэтому нас ждет плюс 1 здоровье и все. Дистанционная атака у него своя. Зеленый паук. У него появляется уже 3 дистанционных атаки. 1 базовая, которая 100% попадает, и 2 на кубах. На 1 здоровье больше, то есть у него уже 5 хп и сундучок. В общем, больно. В целом, вы сейчас посмотрели даже не 2 игровых раунда, а примерно 3 игровых раунда в рамках 2 главы этой игры. Ну и, соответственно, вы дальше опять тянете жетоны, опять распределяете, ну и так далее и тому подобное. Ну, на самом деле, так будет практически вся игра происходить, если честно. Так как это кампания, и, в принципе, вы видели момент получения опыта, то можно сразу сходу сказать, что у нас есть личная раскачка. Это опыт, который мы как раз получаем за убийство монстров. Его мы тратим на раскачку наших скиллов. То есть это будет больше брони, больше уворотов, больше атак, меньше затрат фокуса и так далее. Также вторая часть — это развитие мешка. Можно было заметить, что я получил
3 монеты. Эти монеты будут тратиться как раз таки у нас дома. У нас здесь указаны жетоны, то есть здесь у нас будут стопки из 5 жетонов, на которых будут конкретные символы. То есть это вот эти вот жетоны, они разных цветов и разных символов. Соответственно, так как вы сами определяете для себя, что вы хотите получить, вы будете тратить эти монеты в том количестве, которое здесь указано. То есть если вы хотите жетон, при вытягивании которого у вас будет накапливаться ярость, и вот прелесть вот этих жетонов в том, что вы получаете то, что на них указано. То есть этот жетон не просто кладется в слот, вы получаете ресурс, который на нем указан в тот момент, когда вы его вытаскиваете. Соответственно, ярость. Стоит он 3 монеты. У нас есть всего 3 монеты, которые мы с радостью потратим, чтобы взять этот жетон и закинуть. При этом важно понимать, что мешок этот будет расти, когда мы в него закидываем жетоны, и, соответственно, вероятность того, что мы их вытащим, уменьшается со временем. А чтобы это не происходило, необходимо добавлять монеты для того, чтобы удалять базовые жетоны. Вот купил я, например, вот этот жетон. Я его могу просто закинуть, либо заплатить вместо 3 монет 4, чтобы вот этот жетон удалить, а этот остался. По-моему, план точный, как швейцарские часы. В принципе, больше ни на что монеты тратиться не будут. Но на самом деле закинуть туда большое количество жетонов, особенно если вы удалите абсолютно все старые, самое крутое, что может быть. Потому что вы сможете получать фокус, вы сможете получать кубы. Например, вытянули вы 3 жетона с этими кубами. У вас есть 3 куба, которые вы можете распределить на разные действия. То есть это может быть у ворот. Пожалуйста, захотели сюда дополнительный куб. Вы здесь и так бросаете, будете на 1 больше бросать. Вот здесь вы делаете 2 атаки. Соответственно, это 2 кубика. Почему бы не добавить 2 и бросить на атаку 4 кубика? Это же классно. То есть вы их распределяете как хотите. Также не стоит, вот я не делал этого, но не стоит забывать про вот эти жетоны. Они очень полезны. Вместо того, чтобы тратить 2 жетона в 1 слот, вы можете потратить этот жетон в слот любого цвета. Для того, чтобы просто сэкономить, либо наоборот сделать как можно больше действий. Да, впоследствии этот жетон вернется вам потраченным, но его можно восстановить. У вас, вот видели, однозначно видели, да, вот такой вот символ на монстрах. Этот символ позволяет нам получать гемстоуны, и эти гемстоуны можно сбрасывать для того, чтобы восстанавливать вот эти жетоны. При этом эти жетоны тратятся не только как универсальный ресурс. С помощью этих жетонов можно задействовать свои обилки. Например, та же самая Линда может тратить жетон для того, чтобы добавлять себе кубы. 1 жетон, соответственно. Такой куб, 2 жетона. Такой куб, 3 жетона, такой куб. Если нужно быстро нанести большое количество урона, самое оно. В случае с Джоном все интересней, потому что он может получать себе как щиты, так и дополнительный урон. Или наоборот рефлектить урон в врагов. Это классно. Ну и соответственно у каждого персонажа свои фишки. Персонажей хотелось бы, наверное, больше, но больше не завезли. Это все-таки у нас не какая-то абстрактная игра, а адаптация видеоигры, поэтому есть определенные ограничения. Возможно, в дополнениях будут, если будут дополнения, будут новые персонажи, потому что здесь не все. Я, наверное, еще раз повторюсь, но вот эти колоды присутствуют только в рамках истории. И это главное, пожалуй, еще вот это вот. Это главное отличие между кампанией и ваншотом. На ваншотах сложность выше. Что у нас еще есть из того, что я не показал? Вот такая колода. Вернее, это не колода, это разные колоды. Это боссы, которые присутствуют в этой игре. Здесь один босс и его действия. Соответственно, одна такая колода — это один босс, одно действие и набор их действий. Другой босс, соответственно, другой набор действий. Все это скалируется от количества игроков. Этих боссов мы будем встречать, соответственно, по ходу прохождения кампании, и с этими боссами мы так или иначе будем встречаться во время забегов.
И там это будет не очень приятно. Вообще, в принципе, как и любой рогалик, дети Морты причиняет боль. Даже не так, причиняет боль. Очень много боли, это нормально, и если вы не готовы к этому, не стоит в нее играть, не стоит ее рассматривать. Это сложный кооператив, и он должен быть сложным, и это его фишка. Это вот из той же оперы, что для ужаса Архама второй редакции считали вероятность выигрыша определенным набором персонажей. И вот там есть определенный набор персонажей, для которых вероятность победы примерно 3,5%. Вот. И где-то, наверное, из этой логики исходили авторы, когда делали настолку. Лично мне это нравится. Нравится оно вам или нет, не могу сказать. Вы это можете для себя сами определить. И раз я уже начал в таком ключе говорить, то, пожалуй, пора подводить итоги, и я бы их разбил на два куска. Один я бы, наверное, посвятил переносу оригинала на стол, а второй посвятил непосредственно самой игре, без привязки к оригиналу, то есть механики и вот это вот все. Итак, перенос игры. Он не идеален. Но это и логично, потому что сохранить динамику экшена при переносе на стол, задача нетривиальная. Но что мне понравилось, так это кооперативность. Я ее здесь нифига не показал, просто потому что у меня и так жетонов нифига не было, еще тратить жетоны и фокус, который очень ценен на то, чтобы задействовать вот эту прелесть, можно, но не хочется. С другой стороны, если я не использую вот это, у меня не копятся здесь жетоны, а это значит, что я не могу тратить эти жетоны для того, чтобы задействовать мою связь. Соответственно, просто не используя одну механику, я не использую другую механику кооперативности и, в принципе, особенностей игры, даже оригинальной. И это именно вот эти вот связи, наследование от одного персонажа к другому персонажу. Это очень важная фишка оригинала, и про это никогда не стоит забывать, потому что вы поймете, как это правильно работает, только сев, разобравшись с игрой, сыграв пару-тройку партий. Сначала вы будете, вот как я сейчас показал, будете воспринимать это чем-то чуждым и не обращать на это внимания. Но впоследствии, когда вы начнете замечать их, играть станет гораздо приятнее. Ровно так же, как оригинальную Морту можно играть в соло, и кому-то это нравится, например, мне в соло нравится в нее играть. Но в кооперативе это совершенно другие ощущения, когда у вас там условно Джон танкует, или, а в это время Линда просто всех со своего лука раскидывает. Или наоборот, Линда пытается кайтить, в то время как Кевин, как ассасин, начинает просто носиться и выносить все, что угодно. Это очень классное ощущение. На столе это не так ощущается, но то, что сделано очень хорошо. Как раз таки кооперативы, именно настольные кооперативы позволяют вот сесть вам одним столом, там, не знаю, в 3-4 человека и такие: а как мы это будем решать? Вот тут самый яркий пример, где примерно так же построена, именно важность обсуждения всего этого, Frostpunk. Хотя там не самая хорошая адаптация того, что было в компьютерной игре, по моему мнению, но там хорошая кооперативная игра. И вот здесь тоже хорошо сделанный кооператив, который взял за основу то, что у него было в оригинале. И за это я бы хотел, наверное, сказать спасибо авторам. А вот если смотреть на механики, то тут есть нюансики. Когда ты смотришь на персонажей, реально, ты ждешь экшена. То есть у меня есть восстановление, есть обычная атака, у меня есть уворот, у меня есть дождь стрел, такой пиу-пиу. Вспоминаем Траксу условно в Доте или в Лиге Легенд и так далее. Здесь у нас дэш у Джона. То есть такой набор скиллов, который прям вот говорит: ребят, а сделайте из меня Dungeon Crawler. И в принципе, если взять Морту, то там был бы очень неплохой Dungeon Crawler. Вопрос лишь в том, что он в оригинале это процедурная генерация. Как сделать процедурную генерацию в настольной игре? Взять набор тайлов без каких-либо привязок и запилить приложение, которое бы нам
как-то рандомно раскидывала эти тайлики, создавая подземелье и наполняя его врагами. Было бы круто, и это было бы больше к оригиналу, даже механически, потому что у вас были бы и вот все вот эти вырывы в пачке, раздача контролей, вот это вот все. Здесь это тоже есть. По сути, мы врываемся в пачку каждый раз, даже не так, мы не врываемся в пачку, хотя внимательно следим за руками. Быщ, мы ворвались в пачку. А дальше мы просто ее кайтим. Если кто не знает, то кайт — это просто растягивание нашего паровозика, который собирается без какого-либо получения урона. Ну, вернее как, мы стараемся не получать урон, пока другие персонажи будут раскалывать весь вот этот паровоз. Соответственно, мы и кайтим, мы и раскалываем этот паровоз. И все это в итоге сводится к тому, что мы занимаемся обычным пазл-солвингом. Кому-то это нравится, ну то есть те, кому нравится условный Kingdom Rush, те очень любят пазл-солвинг. Там вот нужно решить задачку. А те, кто любят всякие, ну даже не детективы, а именно экзиты и тому подобные игры, это тоже пазл-солвинг, но с другим флером, с другим опытом. Здесь нам тоже нужно постоянно решать задачку. Как нам убить как можно больше врагов, так, чтобы новые враги, которые к нам придут, ничего нам не сделали, вернее так, не завершили раньше времени наш сценарий. То есть, если бы я, например, пошел, например, не сюда, когда показывал, а вот сюда, то меня, например, здесь ждало бы 2 врага и 2 врага. В целом, слоты были. А дальше-то что? У меня не так много было нанесено урона для того, чтобы завалить всех их. И не факт, что я бы впоследствии завершил эту главу. И вот это на самом деле почему-то мне напоминает Sanctum, где мы тоже все себя такие крутые герои, бежим сквозь орды врагов для того, чтобы посильнее раскачаться, набрать шмота. Но сделано это так, что замени тему и ничего не изменится. И вот здесь у нас есть механики, которые никуда не денутся. И если мы заменим тему, игра хуже от этого не станет. И вот эта абстрактность может отталкивать людей. Если что, мне нравятся и Дети Морты, и Sanctum. Sanctum мне нравится достаточно давно. Это очень хорошая игра, но далеко не всем подходит. Очень многие ждут от Sanctum другого. И вот от Детей Морты тоже могут ждать другого. Просто примите то, что у нас будет определенное расхождение реальности и ожиданий. Но мне однозначно нравятся местные механики взаимодействия между игроками. Даже по тем 2 раундам, которые я сыграл, можно заметить, насколько здесь все жестко. Ну, правда, вы, возможно, это не ощущаете, но, если честно, я не ожидал, что будет настолько жестко. Так вот, это постоянное напряжение и высокая кризисность, в том числе за счет того, что вам приходят жетоны не те, которые вы бы хотели, особо ярко это выражено в режиме испытаний, вот это приносит настоящий кайф, особенно если вы любите играть различные roguelite игры. То есть это может быть условный Slay, хотя он карточный, или там Monster Train, хотя он тоже карточный. Тут больше, наверное, подойдет условный Hades для аналогии. Да, Hades, Dead Cells, Проклятие старых богов и еще миллион других рогаликов, именно экшоновых. Здесь попытались сделать определенный экшон, ну, получилось вот как получилось. Правда, есть от всего этого ощущение, что, например, Линда более сильный персонаж, чем Джон. А все это из-за очень простой вещи. У Джона 1 дистанционная атака, а Линда имеет 3 дистанционных атаки. А это значит, что Джон, например, здесь сейчас, вот при таком раскладе, может только потратив 2 фокуса сделать одну атаку, вернее так, атаку одним кубиком вот в эти 2 слота. Все. Все остальное, то есть вот эти, например, вот здесь целых 3 атаки. Вот здесь атака по 3 слотам в миле, например. Вот даже вот эти 3 атаки он может направить только сюда, без вариантов.
Иногда это будет ставить вас в тупик, особенно для, условно, неприколоченных монстров. Вернее, для приколоченных монстров, потому что здесь встречаются монстры, которые не будут вот так сдвигаться. То есть, если эти у нас сдвинутся, то есть монстры, которые будут вот сядут в слот и будут занимать. И тут встает вопрос, а как Джону, имея всего лишь одну такую атаку, которая требует огромное количество ресурсов, это действительно огромное количество ресурсов, 2 фокуса из 4 возможных, 2 жетона определенных цветов, это очень много. И Линда. 3 дистанционные атаки, пожалуйста, раскладывает. Вот это вот, пожалуй, хорошо, 3 атаки, это 2 фокуса. Вот с помощью Primary Attack она спокойно может помочь ему справиться с этой проблемой. Но мы всегда хотим считать своего героя таким универсальным солдатом, который может все. Вот эта игра не про это. Здесь игра про то, что необходимо помогать друг другу. Вы одна семья. Вот, постоянно семья, 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 семья. Игра такая. Но с этим вы либо миритесь, либо нет. Если не можете, лучше пройти мимо. И если честно, из всего этого вытекает такая простая штука, которая мне не всегда нравится. И вот самый банальный пример, с которым мы, кстати, столкнулись. И я, скорее всего, вот после этого ивента я бы еще с достаточно хорошей вероятностью выиграл бы этот сценарий. А вот если смотреть то, что было до того, как случился ивент, то я там проигрывал в пух и прах, потому что 2 королевы пауков — это очень больно. Монстры приходили бы еще и еще, и вот этот рандом на приходящих картах, и вот вроде бы это очень простые монстры. Но сложность у них какая-то неравнозначная. Как можно сравнить обычную летучую мышь, например, и мастера гоблина. Вот серьезно, 5 хп и 2 атаки. Причем у него атака уже на коричневом кубике, одна из. Это жесть на самом деле. Вот эта неравномерная сложность, завязана на рандоме, мне не очень нравится. С другой стороны, Саша, ты любишь рогалики. Как ты можешь жаловаться на сложность? Я не имею ничего против возрастающей сложности. То есть, если там берем условный Slay, где мы проходим первую часть, мы понимаем, как у нас растет сложность в рамках одной части. Понятное дело, что босс нам будет в первые разы втаскивать по самой не балуйся, но мы к боссу подходим потихонечку раскачавшись и понимая, что у нас есть уже что-то усиленное. Здесь мы как мы начали забег, вот так мы его и закончим в рамках кампании, потому что раскачать свои скиллы мы можем только в доме. Все, без вариантов. В ваншотах будет возможность раскачивать своего персонажа по ходу прохождения. Мы приходим вот такие же нулевые. Особой раскачки у нас внутри не будет, если мы не будем получать предметы, не будем получать таланты. И это не так много, как может казаться. Но на дистанции кривая сложности будет снижаться, так или иначе. Вот здесь сложность за счет рандома внутри сценария будет примерно вот такая вот. Вам повезет с мобами, не повезет с мобами, повезет с мобами или не повезет с мобами. Это на самом деле напоминает даже Darkest Dungeon. Оригинальный, где ты катком проходишься по подземелью, тебе никто ничего сделать не может, все классно, а потом ты условного псаря встречаешь, и он тебе просто на уворотах на каком-то рандоме выносит всю твою пачку. Ты такой, это как? И вот здесь ты можешь идти по главе, у тебя все будет хорошо. То есть это не обязательно вторая глава. То есть мы поиграли какое-то время, мы раскачали своих персонажей, мы уже понимаем, как все это работает, как быстро и много мы можем наносить урона, как справляться с теми или иными монстрами. И тут на рандоме нам приходит какая-то дичь, вот такой вот перец к нам приходит, то есть у него 5 хп, у него отсюда еще одно хп, то есть у него 6. У него красный куб на атаку и еще зеленый кубик на атаку. Суммарно это может влететь в одного персонажа 5 урона, просто на рандоме. Я не могу сказать, что так быть не должно.
Так быть может. Это нормально, в принципе, для роглайтов. И я, если честно, далеко не всегда понимаю, почему меня с этого бомбит. Может быть, потому что хотелось бы просто более равномерного роста сложности внутри, а не рандома. Потому что здесь все достаточно считаемо. И когда ты такой на приходе карт получаешь столько негативного, ну, не то, что это что-то плохое, а именно механически негативного. С этим не всегда можно совладать внутри себя. Вот. Если вы подобных чувств не хотите, наверное, стоит пройти мимо. В остальном это классно. Когда у вас просто нет вот этого ощущения, что вы овергирнутые и вы просто переросли все, что может быть. Ну, просто потому, что вы решили, что там, не знаю, 3-4 забега вы внутри головы потусите, просто специально, например, проигрывая, и все. Раскачались, и потом нам просто играть. Не прокатит. Вот это круто. И это здесь есть. С другой стороны, и обратная сторона этого есть. Если игра вас прям подталкивает к тому, что не нужно отчаиваться, да, но даже в лоре игры это есть, то что если мы умираем, мы не совсем умираем, у нас есть определенные артефакты, которые нас спасают, телепортируют обратно домой, бабушка нас ставит на ноги, вот это вот все, и все с нами классно, но мы становимся сильнее. И вот, проходя кампанию, вы будете, по сути, испытывать то же самое, и чем дольше будете играть в кампанию, тем сильнее вы будете становиться, и, соответственно, сложность, ну, как классическая кривая сложности в роглайте, она всегда идет вниз. Чем больше времени вы тратите, тем ниже сложность игры. Ну, просто потому что так принято. Можно ли сделать ее сложнее? Конечно, можно. Захотите ли вы? Не факт. Ну, а если вам хочется сравнить условно Морту и Dead Cells, которые на уровне оригинала можно хоть как-то сравнивать, то, как по мне, Морта получилась более удачно. А причина простая, и я про нее говорил уже не раз и не два – кооперативность. В Морте оно есть в оригинале, и на столе ее просто адаптировали. В мертвых клетках кооперативности нет, она тупо натянута как сова на глобус. Все. Но и назвать мертвые клетки плохой игрой я тоже не могу. Механически там все сделано достойно. Просто происходящее на столе мало связано с оригинальной игрой, в отличие от Детей Морты. И когда тебе нравится оригинал, и ты берешь игру в первую очередь, потому что тебе нравится оригинал, то волей-неволей начинаешь искать параллели. И вот тут, за счет того, как адаптировали вот эту вот кооперативность из оригинальной Морты сюда, этого просто больше. И ты такой, ну да, это Дети Морты. Несмотря на то, что у вас нет поля, по которому вы бегаете, у вас просто вот максимальная абстракция. Но вы все равно это ощущаете как Дети Морты. Если вы хотите полный и плотный кооператив, где нужно постоянно что-то обсуждать, особенно как справляться с проблемами, если вы знакомы с первоисточником и его посылами, вам нравятся роглайты, особенно карточные роглайты, несмотря на то, что здесь ничего общего с условным шпилем, условным монстр-трейном или еще чем-нибудь нет, здесь есть вайбы именно вот этих вот карточных рогаликов. Но при этом здесь сохранена как раз-таки определенная динамика, присущая экшен-рогаликам, ну, типа Dead Cells, типа той же самой Морты или богов, ну, Hades, Raven's Watch, Curse of Old Gods и вот это вот все. Этот экшен здесь все еще присутствует. Не так сильно выражен, но он присутствует. И вот если вам это нравится, то однозначно стоит к ней присмотреться. В принципе, вы можете даже попробовать его в ТТС, если вас от него не воротит. Я бы, наверное, даже рекомендовал. Или ребята, например, устраивают игротеки, можно попробовать сходить на них. Но это работает только для тех, кто будет в Москве на момент объявленной игротеки. А вот всем остальным я бы рекомендовал к ней присмотреться для того, чтобы однозначно для себя решить, нравится такое вам или не нравится. Потому что идеальных игр не существует. Любая игра не может нравиться абсолютно всем. Всегда есть те, кому это заходит, кому это не заходит.
Вот, поэтому думайте сами, решайте с вами. А с вами был Саша, вы смотрели Geek Media, а на столе у нас были дети Морта, которые все-таки адаптировали. Всем пока!